Это новости Турции от Real East. С вами Абдурахим Билалов-Даганай. Здравствуйте. 75 лир. Теперь это минимальная стоимость такси в Стамбуле. Стартовая цена выросла почти на 100%, а все из-за подорожания дизельного топлива. Ее цена в Стамбуле примерно 36,5 лиры, в Анкаре почти 37, а в Измире и вовсе чуть выше этой суммы. Подорожания в Турции коснулись и лекарств, медикаменты выросли в цене на 30%, и, как заявил министр здравоохранения страны, переоценка препаратов, которая ранее проводилась раз в год, отныне будет проводиться раз в полгода. Отмечу, несмотря на все подорожания, стоимость жизни в Турции остается ощутимо ниже, чем во многих других европейских странах. Так считают специалисты. Новые ограничения для предоставления гражданства иностранцам могут появиться в Турции уже в скором времени. Этого потребовал президент Турции Эрдоган. По его словам, должны быть усилены меры против нелегальной иммиграции и злоупотреблений при получении турецкого гражданства. Однако покупка квартиры по-прежнему остается одним из инструментов получения гражданства. Если вы заинтересованы в покупке недвижимости в Стамбуле, то в описании видео вы найдете все ссылки для связи с нами. А мы продолжаем. В рамках контроля за мигрантами и нарушителями визовых правил турецкие власти решили взяться за дома и квартиры, которые сдают нелегально, без уплаты налогов. Такие объекты недвижимости планируют выявлять по сообщениям соседей и организовывать проверки, законно ли проживает арендатор и платит ли владелец налоги с дохода. А теперь перейдем к другим темам. В Турции продолжается борьба с надписями и баннерами на арабском языке. В соцсетях уже появились кадры демонтажа полицейскими. Отношение граждан в интернете к этой мере разделилось. Одна часть комментаторов считает, что подобные меры оправданы, а государство не должно позволять размещать вывески на арабском языке. А по мнению других пользователей, эти действия считаются расистскими и не понимают, почему борются именно с арабскими надписями, оставляя при этом вывески на других иностранных языках. А еще те, кто критикует подобные действия, утверждают, что владельцы частных заведений должны иметь право решать сами, какие вывески устанавливать в своих заведениях. Турция заняла первое место среди европейских стран по уровню инфляции с начала этого года. Согласно данным независимой группы исследования инфляции, устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги составил почти 69,5%. Объясняется это снижением курса турецкой лиры и повышением налоговых ставок. Если говорить про уровень инфляции в мире, то здесь Турция расположена на 8-м месте. Собственные высокоскоростные поезда начнут работать в Турции. Первый поезд из 8 вагонов, который будет способен развивать скорость до 225 км в час, стартует в 2025 году. Проект разрабатывается турецкой государственной компанией Turasash, которая специализируется на производстве локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. Как заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции, вместимость нового поезда будет почти 600 пассажиров. Это современное и эффективное средство транспорта, которое позволит сократить время путешествия и улучшить комфорт пассажиров, считает он. Турция готова нормализовать отношения с Арменией после того, как Ереван подпишет соглашение о мире с Азербайджаном. И это может произойти в ближайшее время, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Турция направила в Грецию 2 самолета-амфибии и 1 пожарный вертолет для помощи в борьбе с продолжающимися лесными пожарами. Премьер-министр Греции выразил благодарность Турции за предоставленную помощь. В Стамбуле ведется подготовка к землетрясению, об этом заявил министр окружающей среды, урбанизации и изменений климата. Руководитель ведомства заявил, что они работают над законом о землетрясениях в Стамбуле. Ожидается, что в рамках этого проекта приоритет будет отдан строительным инспекциям, а именно практике. А все потому, что здесь выявлены недостатки и неточности. Кроме того, проводить инспекции будут чаще как с разрешением, так и без разрешения владельцев недвижимости. Открытие магазинов и рабочих мест под зданиями также будет регулироваться, все потому, что колонны многих зданий срезаны, а стены обрушены, что увеличивает риск катастрофы. Здания, не отвечающие условиям проверки, будут укрепляться или вовсе сноситься. Особое внимание будет уделяться и методам исследования грунтов перед строительством. Это были одни из самых актуальных новостей прошедшей недели. На этом я с вами прощаюсь. Следите за нашим каналом. Всего хорошего.